Сегодня мы поговорим о лимблиозе с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну, тогда начнем. Лимблиоз. Что это такое и почему надо обращать на него внимание? Возможно, что вы даже не слышали про лимблиоз, а он является одной из наиболее распространенных паразитарных инфекций. Так что хочу сегодня акцентировать на этом ваше внимание. Лимблиоз – это заболевание, вызванное одноклеточным паразитом, известным как Giardia lamblia. Лимблиоз часто имеет стертые симптомы и протекает без выраженных клинических проявлений. При типичной форме болезни первые симптомы начинают появляться после окончания инкубационного периода, который длится от 1 до 3 недель, и в это время болезнь не имеет проявлений. Для кишечной формы острой стадии характерны боли в правом подреберье, в районе пупка и редко внизу живота, отрыжка, чувство тяжести в левой части живота, снижение аппетита, учащенный стул до 3-5 раз в сутки, который может смениться запором, тошнота, постоянное чувство тяжести в желудке, метеоризм. У детей раннего возраста наблюдается кашицеобразный стул. Длительность острой фазы болезни составляет 5-7 дней, после чего наступает либо выздоровление, либо переход инфекции в подострое хроническое течение. Гепатобилиарный вариант лимблиоза у женщин и мужчин проявляется болевыми ощущениями в районе печени и расстройством пищеварения. Кожные проявления могут быть самыми разными и включать в себя бледность, появление желтушного оттенка, сухости и шелушения, аллергическую мелкую сыпь. Во рту может развиться стоматит, а в уголках рта появляются заеды или трещинки. Синдром интоксикации при лимблиозе зависит от того, какое количество цист попало в организм, а также от длительности и от тяжести болезни. Пациенты могут жаловаться на головные боли, головокружение, нарушение сна, снижение работоспособности, раздражительность, эмоциональную лобильность. У детей возможны тики, гиперкинезы, обмороки. Почему надо обращать внимание на лимблиоз? Опять же, из-за его широкого распространения среди людей. Он встречается в развивающихся странах, также часто его подхватывают дети. Как следствие, у детей лимблиоз может привести к серьезным проблемам со здоровьем и развитием, включая задержку в росте. У некоторых людей лимблиоз становится хроническим и вызывает продолжительные проблемы с пищеварением, весом и общим самочувствием. Заболевание передается через воду или пищу с загрязненными паразитами. Например, непитьевая вода, некачественные продукты или плохая гигиена могут способствовать передаче лимблиоза. Несмотря на это все, есть хорошие новости. Лимблиоз хорошо умеют диагностировать и лечить, особенно если вовремя обратиться к врачу. Современная медицина в лечении лимблиоза предлагает некоторые клинические рекомендации. На первом этапе назначаются диетотерапия и разгрузочные дни, а также прием желчегонных, а при необходимости и антигистаминных препаратов. На втором этапе пациент принимает специальные антипротозойные препараты, выписанные врачом. Для избавления от лямблии часто назначается не 1, а 2 курса. На третьем этапе используются поливитамины, интрасорбенты, ферментные препараты, иммуностимуляторы, фитотерапия. Главное, не игнорируйте симптомы и обращайтесь сразу к специалисту, если ваше самочувствие стало сильно вас беспокоить. И еще, конечно же, следите за качеством пищи и воды, обязательно соблюдайте правила гигиены. И еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!